Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же женщина на пороге? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личные консультации, либо же сделать диагностику негатива, телефон в описании к видео, либо же в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу же у нас идет разбитое сердце. Разбитое сердце женщины, которая была для вас, вашим смыслом жизни, да, вот которую вы любили, по-настоящему любили. Не хочу сильно углубляться в очередной раз, да, потому что, скорее всего, здесь была либо же семья, да, вот, либо же длительные такие стабильные отношения, которые разрушились. И снова вы императором выпадаете. Ребят, как, вот, да, я понимаю, что я волшебница, но не до такой степени. Почти в каждом раскладе вы императором выпадаете. Смотрите, снова у нас проигрывается ситуация, когда вот этот сильный император, да, очень тяжело переживал вот это предательство, разрыв. У кого-то это могла быть, знаете, ситуация депрессии, у кого-то эта ситуация могла быть, что вы, когда разошлись, просто уехали куда-то, да, там в отпуск, допустим, взяли за свой счет отпуск, уехали, может быть, просто к морю, чтобы просто пережить это, как-то развеяться, либо же поменять обстановку. Опять же, у всех по-разному будет проигрываться, но в любом случае очень и очень тяжело вы это все переживали. Вы человек очень светлый, очень такой солнечный, я бы даже сказала. Любите стабильность в своей жизни. Причем стабильность эту вы как-то вот поддерживаете по жизни сами. Вы настолько вот, как настоящий император, вы контролируете все сферы своей жизни, да, и дома, и на работе, финансы, все это. Вы держите под контролем, под своим таким пристальным взглядом. Если где-то начинает что-то так шатко-валко становится, вы тут же исправляете ситуацию, да? Вот единственное, вот с семьей, конечно, здесь не получилось исправить ситуацию, потому что, здесь не ваша вина просто была, и здесь, ничего вы не сделали, да? Вот, с предательницей, как можно по-другому? Просто помахать ей рукой и все, и до свидос. А вот если касательно на работе, да, вот даже если там кто-то на грани банкротства был, кто-то там еще что-то там по финансам проблемы, да, то есть вы стараетесь быстренько так решать все проблемы и разруливать это все. Помимо того, я вам скажу, что вы очень такой страстный товарищ, вы любите очень кекс, да, кекс такой с изюмчиком любите. Причем любите такой разнообразный кекс. Я думаю, когда у вас женщина рядом, да, вот любимая женщина, когда была, да, потому что сейчас я, в принципе, ее не вижу рядом, серьезной женщины, для серьезных отношений, вернее. Я думаю, то вы такой бодрячок, что вы ежедневно можете не один раз этим заниматься. Вы любите и разнообразие, причем даже может проигрываться, что вы любите этим заниматься, то ли в утреннее время, да, вот на рассвете, может быть. Кстати, по статистике, многие мужчины пик своей такой интимной активности испытывают утром. И вот такой парадокс, почему-то, да, многие женщины любят вечером, а кто-то, конечно же, и по утрам любит, но все-таки по статистике больше вечером любят женщины, а мужчины наоборот. Вот у вас пик, вам хочется вот утром. Понятно, что я говорю не о всех, у каждого будет по-своему, но просто это научная такая статистика. Это и с нашими ритмами жизненными, и связано, да, вот мужчины и женщины, мы просто все разные. Поэтому большинство женщин любят делать это вечером. Хотя, конечно же, есть такие дамы, которые, не будем указывать пальцем, которые всегда готовы, да, и которые всегда везде, как пионер, всегда готов.
таком плане. Вы любите таких женщин вообще, страстных, активных, у которых никогда голова не болит, да, ну в таком вот плане. Так, далее. Ну, то, что вы, опять же, любимчик фортуны, то, что вы верите в судьбу, да, вот очень часто у нас какие-то моменты у нас так резонируют, подходят из расклада в расклад. Еще момент такой, да, вот мне очень так импонирует. Те из вас, кто, ну, периодически, да, вот падал по жизни, вот жизнь нагибала, вот были какие-то очень сложные ситуации, то вы, ну, всеми правдами и неправдами вы вставали с колен. Вы ни судьбе, ни людям, никому не даете себя сломить. Настолько вот вы, может быть, даже тот же сильный император, что вы, ну, не сдаетесь. Это может быть и упрямость характера, да, вот особенно кто телец, козерог по гороскопу, да, вы такие вот, как говорят, крупный рогатый скот, да, очень такая есть черта настойчивость, упертость, да, вот вы четко идете к своей цели, четко. Поэтому, ну, я не знаю, наверное, еще не родился тот человек, который смог бы поставить вас на колени. Напишите, резонирует с вами или нет такой момент. Вот по деньгам, знаете, сказать, что вы когда-то получали там миллионы, миллиарды, я не могу сказать, что у вас было очень много денег, но вы деньги очень так рационально используете, вы их правильно используете. Вы не будете сорить деньгами и покупать какую-то чепуху. Вы скорее подсобираете, чтобы купить что-то важное в дом, допустим, да, вот то, что первая необходимость. А не так, как, знаете, особенно женщины любят. Сегодня там купила одно платьишко, завтра второе платьишко, послезавтра третье. И так у нас целый гардероб, да, а носить-то нечего. Вот эта пресловутая женская фраза «мне нечего одеть», да. Вы человек еще, знаете, вот я вам скажу такой маленький секретный секрет. В принципе, я уже его вижу по раскладу. В вашу жизнь войдет огромнейшая любовь. Вот просто огромнейшая. Вот у нас туз кубков выпал. Причем, я думаю, это будет, ну, уже в скором будущем. Целые годы ждать не придется. Годами ждать вы точно не будете. Это будет любовь, которая, знаете, вот, ну, наверное, вот то ли это только в книжках, в сказках бывает, когда эмоции переполняют, когда ты не спишь ночами, потому что у тебя все кипит, бурлит, ты хочешь ее увидеть, услышать, тебе хочется ее потрогать, пощупать, да? Причем самое главное, что это будет взаимная любовь. Сейчас мы будем разбираться дальше, да, это я так вперед паровоза немножечко забежала. Ну, ваша жизнь круто изменится, кардинально даже изменится. Давайте будем разбираться, какая же женщина придет в вашу жизнь. И снова, вот, пожалуйста, снова. Это будет женщина одинокая. Уже хорошо, да, я знаю, что вы не любите замужних, и это правильно, да, зачем разбивать семьи. Но эта женщина огонь, эта женщина любвеобильная. Кстати, в этом вы с ней тоже сойдетесь. Помимо внешности, помимо каких-то ну, черт характера, так скажем, да, вот она будет тоже такая страстная. Вот она как раз будет такой женщиной, о которой вы мечтали. Вот у нее никогда голова не болит. Она любит разнообразие до безобразия. Она готова всегда и везде. Она такая, ну, непоседа. Вот женщина огонь. И этим все сказано, да? Она может даже, кстати, может проиграться и огненного знака зодиака. Это тоже может быть. Но вот она длительный период была одна. Она ни с кем не хотела связываться. Почему? У нее тоже, скорее всего, было тяжелое расставание, после которого она поставила свою личную жизнь на паузу.
Вот она на какой-то период немножко разочаровалась в мужчинах. Это довольно часто бывает, что вот женщины, да, ну точно так, как и мужчины, обжигаются на одном человеке, а потом не верят уже никому. Поэтому она какой-то период, она была абсолютно одна, вообще без отношений, без романов. Тем более, что, ну, я не вижу, чтобы романы ее интересовали. Она точно так, как и вы, помимо плотских утех, помимо кекса вашего любимого, да, она ориентирована на серьезные отношения. Вот в глубине души, да, она-то поставила, конечно, на паузу свою личную жизнь, но в глубине души, но она нормальный живой человек, и ей тоже хотелось, конечно же, любви, она мечтала, да. Ну, пока она не повстречает вас, она будет мечтать об этом, потому что других романов я не вижу. Она очень любит стабильность, она такая дама, любящая детей. Поэтому, если кто из вас захочет даже иметь детей, она с радостью вам их подарит. Но здесь однозначно будут такие отношения, ну, чуть ли не ну, я не могу сказать, что это с первой недели, но, возможно, даже с первого месяца знакомства, со второго вы уже начнете жить вместе. Потому что слишком много общего вы найдете и в характере, и в каком-то вот мировосприятии. Вы будете, вот, ну, знаете, как говорят, на одной волне. Причем, я вам скажу, она довольно работящая женщина. Она, ну, такая среднего возраста. Она хорошая хозяйка. Она лениться не будет. Она будет именно окружать той заботой, тем уютом. Вот такие женщины, они обычно создают уют в доме. Когда, знаете, вот приходишь в дом, даже вот к незнакомому человеку, приходишь вот в семью, да, и ты сразу же видишь, вот хозяйка там или же нет, женщина. Когда все лежит на своих местах, когда вкусно пахнет едой, когда, ну, чистенько, аккуратненько, нет километровых слоев пыли, да. Вот она такая, знаете, ну, даже если у кого-то из вас есть либо же дача, либо частный дом, она абсолютно не боится работы в саду, в огороде. То есть она будет вам помогать везде. Она и по хозяйству поможет, да, у кого-то, может, там курочки, хрюшки, там, я не знаю, еще какое-то хозяйство. То есть она будет помогать вам. Что немаловажно, я думаю, многих из вас порадует, что эта женщина не ориентирована на деньги. Вот она простая. Вот она простая такая, как 5 копеек, вот в душе она настолько такой простой человек, абсолютно не ищет спонсора. Для нее очень вот важна любовь, так же, как и для вас. Это ваше такое, ну, знаете, основное, наверное, связующее звено. Хотя у вас много общего окажется, вы в процессе вашего общения вы будете все больше и больше. И темперамент, да, и тот же кекс ваш любимый. Вы во многом сойдетесь. Но именно вот я хочу вас порадовать и сделать акцент, она не ищет спонсора. Она никогда не искала спонсора, потому что для нее чувство на первом месте. Сейчас даже, наверное, как-то странно звучит, да, вот в современном мире, чтобы женщина, да, была не ориентирована на деньги, да такого не бывает, да. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, есть такие женщины, хотя они есть, я вам скажу, действительно. Такие женщины есть. Кстати, я тоже к ним отношусь. Это я вам так секретный секрет рассказываю. Ой, точно, находка для шпиона. Я так во всех видео по чуть-чуть все свои секреты выболтаю. Так, что же еще у вас будет? Ну, семья, здесь семья однозначно. Даже вот не хочу даже больше вытаскивать карты, знаете. С этой женщиной вот как-то, даже я вам могу сказать, вот еще порадовать. Те из вас, если у кого были, ну, такие не очень хорошие финансовые дела,
она настолько станет вот вашим мотиватором, что ли, да, таким стимулятором, как угодно называйте. У вас пойдет в гору ваша даже карьера. Может быть, даже вы перейдете работать на какую-то другую, более оплачиваемую работу, потому что вы сами, вы такой человек, ну, император, да, и этим все сказано. Вы такой человек, который постоянно ищет, знаете, вот как порадовать любимую женщину. Когда у вас есть женщина, вы будете ее искать, как порадовать. Пусть даже это будет мелочь, но для этой мелочи нужны деньги, и вы это понимаете. Даже какую-то безделушку купить, да, куда-то сводить, там, в кафе, еще что-то. Вы сами захотите больше зарабатывать, либо же у кого-то будет подработка, да, чтобы больше денег зарабатывать и просто радовать эту свою любимую женщину. Вы просто по-другому не умеете, вы так воспитаны, вы всю жизнь так жили. Вы не умеете по-другому. Кстати, ревнивец вы еще. Это то, что я вижу, да, ревнивец еще тот. Не дай бог кто-то взглянет не так на вашу женщину, вы как тузик грелку готовы порвать. Причем можете даже некоторые сцены ревности устраивать. Есть такой момент у вас. Напишите в комментариях, ревнивцы, товарищи ревнивцы, напишите, посмотрим, как много вас. Так и пишите, я ревнивец. Посмотрим просто. Так, что еще сказать? Знаете, вот когда вы еще познакомите вот эту свою новую женщину со своими родственниками, там, либо же с друзьями, она вот понравится как-то вот с первого взгляда, вот с первой встречи, с первого общения. Настолько она будет какая-то, ну, то ли обаятельная, да, вот как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Она понравится и не только внешне, а вот именно как человек. Потому что, ну, все мы знаем, что даже вот в мелочах, когда мы просто сидим там на кухне за столом, грубо говоря, мы просто общаемся. И в то же время мы считываем человека, если это новый человек, да? Вот мы общаемся, и мы для себя замечаем, что человек говорит, как говорит, да, вот на какой он волне, какое у него мировоззрение, как он рассуждает и о чем. И делаем какие-то выводы. Это всегда так было, есть и будут. Это психология. Это просто наша психология, которой мы все пользуемся, но не все об этом знают. Поэтому я такие маленькие лайфхаки вам периодически подбрасываю. Вот именно такие у нас, видите, получаются психологические расклады. Я рада, что вам нравится, ну, именно и такая манера раскладов, да, и вот эти вот психологические отступления. Я все вижу, все читаю, поэтому меня это радует. Но это полезно, в конце концов, без психологии никуда. Она помогает жить. Поэтому вы очень понравитесь, и, кстати, и ее родственникам, потому что у вас как будто такой, знаете, обменное знакомство. Вы с ее родственниками познакомитесь, она с вашими, и вы оба понравитесь. Это тоже, кстати, немаловажно. Потому что, знаете, как бывает, допустим, там родителям не понравился, либо братьям, сестрам, и они начинают шушукаться, начинают настраивать против второй половины. Ну, тоже это не есть хорошо. Такие моменты довольно часто бывают, вот когда маме не понравился, хоть вроде бы уже взрослые люди, да, казалось бы, сформированные, но бывают такие мамы, что ого-го, начнет настраивать, и потом хоть держись. Здесь же будет все очень ровно, очень гармонично. Ну, в принципе, эта женщина достойна счастья точно так, как и вы. Вот эта женщина, которая вас ждет, но так и хочется назвать ее вот подарком судьбы, потому что когда все вместе, когда все в унисон, ну это так здорово. Когда вместе что-то делаешь, даже по дому, да, вместе там кушать даже готовишь, помогаешь что-то делать, вместе там уборку затеяли и так далее. Это и приятно, да, и полезно, и сближает это все, да. Это настолько вот такие вот вроде бы мелочи, вроде бы такие моменты, казалось бы, ну чепуха, но это работает. Вот когда все делаешь вместе со своей половиной, я думаю, вы это многие знаете. Напишите в комментариях, помогали вы своим женщинам или нет.
Но я имею в виду, помогали, когда вдвоем что-то делали. Не так, что она пошла где-то в загул, а вы кушать готовили. А вот именно вдвоем. Было у вас такое или нет? Это настолько такое, знаете, суперское ощущение. Это реально вот сближает. Просто вот попробуйте, у кого такого не было в своих новых отношениях, но я думаю, вы вот и попробуете с новой женщиной. Это очень классно и полезно для отношений. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить вот эту свою единственную, любимую, неповторимую, настоящую любовь, с которой вы будете счастливы, с которой вы будете летать на крыльях любви, а глаза будут сиять от счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!